В наши дни в цивилизованном обществе трудно найти индивидуума, который бы не слышал имени Джеки Чан. Актер, каскадер, сценарист, продюсер, режиссер, певец. Сейчас этот человек уже стал живой легендой. Но были времена, когда, будучи суперзвездой в Азии, он только-только пытался получить признание в западном мире. И выходило это порой не сильно удачно. Одним из очень болезненных провалов был фильм американского производства под названием «Покровитель». История про американского полицейского китайского происхождения полностью растворялась во второстепенном сценарии и неинтересной постановке. Потенциал Джеки Чана был откровенно пролюблен режиссером, что на выходе дало самый обычный боевик категории «Б». Подобные ему фильмы в тот период времени пачками выходили в прокат, а то и отправлялись прямо на видео, и «Покровителю» было суждено затеряться среди подобных картин. После этого провала у Джеки аж на 10 лет отбило желание сотрудничать с Голливудом. Приехав домой, он сделал свою версию «Покровителя» с Блэк Джеком и, точнее, наоборот. Он вырезал всю обнаженку, перемонтировал исходники, переснял и добавил новые боевые сцены. Получилось далеко не идеально, но куда лучше оригинала. После этого Джеки, видя, как умеют американцы снимать полицейские боевики, решил показать им, как надо снимать полицейские боевики. Так, 14 декабря 1985 года родилась на свет «Полицейская история», фильм, который относят к одной из лучших работ мастера и вообще к шедеврам экшн-кинематографа. Джеки играет здесь полицейского из Гонконга по имени Кевин Чен, и эта роль позволила раскрыть суперзвезде весь свой потенциал не только в плане боевки, но и в драматической части. Не зря одной из номинаций, которой удостоилась картина на Гонконгском фестивале 1986 года, была за лучшую мужскую роль. До получения награды Джеки, к сожалению, не дотянул, но сам фильм выиграл звание лучшей кинокартины года. Кроме огромного количества отборного экшена, в фильме присутствует и фирменный Джеки Чановский юмор для разрядки атмосферы. Все это вместе делает его персонаж поистине живым. История о хорошем парне на службе закона, попавшего в непростую ситуацию. Фигурка Джеки Чана, как и положено приличным фигуркам масштаба 1/6, упакована в коробку из плотного картона, лишь с той разницей, что на самой коробке ничего не изображено, но есть дополнительный картонный замок с изображением арта по фильму «Полицейская история», логотипом компании и названием фигурки «Полицейский Чен», если верить Гуглу. Внутри коробки блистер не самого высокого качества, но со своей функцией сохранения фигурки во время транспортировки справляющийся. Итак, что же вы получите, приобретя данный экземпляр? Дополнительная голова с синяками и ссадинами на лице. Несколько пар сменных кистей разной степени сомкнутости. Револьвер с откидывающимся барабаном, выполненный из пластика. Наручники из металла с возможностью открытия дужек. Силуэт имеет множество точек артикуляции, в том числе в районе груди, что позволяет придать больше динамики позам фигурки и сделать ее не просто скучным истуканом у вас на полке.
А одежда у фигурки полностью повторяет один из костюмов персонажа из фильма. Всем привет, с вами Ларри. Вы только что посмотрели распаковку фигурки персонажа Кевина Чена по фильму «Полицейская история». Если понравилось, не забудь поставить лайк. Я расскажу про ее плюсы и минусы. Мы переходим к оценке. Никому неизвестная компания Star Toys решила, что поклонники Джеки Чана будут рады появлению его в виде фигурки, и выпустили персонажа Кевина Чана из фильма «Полицейская история» в свет. Конечно же, без лицензии. Давайте разбираться, что же они наделали и стоит ли оно своих денег. Не буду вас долго томить. Кстати, стоит он порядка 11 тысяч рублей. Купить можно, как ни странно, на AliExpress. Кто бы мог подумать, что Ларри будет хвалить фигурку с AliExpress. Но я сейчас вам все объясню. Тут другое. Итак, данная фигурка – это непосредственное производство конкретно китайской компании, у которой просто нет лицензии. И поэтому на коробке нет никаких указаний на название фильма. И даже арт сделан по подобию постеров фильма, но в другом ключе. У нас уже были похожие фигурки. Хантер по Бладборну и Бамблби по Трансформерам. Если не видели, ссылочки я оставлю в описании и подсказочки выскочат, можете сходить заценить. А так как компания очень маленькая, настолько, что я не нашла ничего, кроме этой фигурки от них, то экономичнее выйти на такую площадку, как Алик. Повторюсь, это не копия уже выпущенной кем-то фигурки Чена по этому фильму. Это self-made этой компании, но без лицензии. Надеюсь, объяснила. Едем дальше. Так что же в ней хорошего? Думаю, не надо рассказывать про скульпт лица, потому что только слепой не мог оценить эту шикардятину. Второе. Телоид. Вот тут я прям удивилась. Он прям хороший, качественный и с сосками. Камон, я не могла не залезть к нему под одежду. Пиги очень качественные. А вот отсутствие дополнительных печалит. Не так чтобы сильно, но парочку можно было докинуть. Наличие подставки, пусть и самой простенькой. Мое почтение. Не каждая известная компания вкладывает подставки, а тут позаботились. Умнички. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Небольшой косяк с цветом некоторых кистей, но можно натянуть свитер и разницы видно не будет. Это, конечно, косяк, но не критичный и бросающийся в глаза. Револьвер с интерактивным барабанчиком и металлические наручники для мелкой китайской компании – это какой-то мега крутой ход. Одежда. Они в точности повторили один из костюмов, в котором Джеки был в фильме, даже в плане структуры ткани. Это вообще законно? В общем, я в полном восторге и смело даю наивысшую оценку, потому что мои ожидания были сильно ниже. И советую к приобретению. А если вы фанат Чана или фанат фильма, то это просто must have. Ссылку на товар на Али я оставлю в описании, чтобы не было вопросов в комментарии, а где купить. Но предупреждаю, у китайцев без факапов не бывает. И я видела отзывы, что прям беда, огорчение. Возможно, мне повезло. Также напоминаю, что в описании будут ссылочки на наши другие соцсети, а также телеграм-канал и Boosty, если вы захотите поддержать наше творчество. А у меня на сегодня все.
Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите ему лайк, а также поделитесь им со своими друзьями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, чтобы не пропустить новые выпуски. А я и дальше постараюсь радовать вас обзорами на классные фигурки.